Сан-Риосо никогда не был городом роз. Это был край индустриального реализма, примостившийся у подножия суровых серых холмов, которые, казалось, вечно хмурились, глядя на человеческую суету внизу. Здесь пахло сжженной резиной, дизельным топливом и надеждой. Последняя была особенно дефицитным товаром до тех пор, пока в центре старого района не началось строительство нового жилого комплекса «Эсперанса». Стройка не просто шла, она пульсировала. Работа здесь не затихала ни на минуту. Жители окрестных домов, привыкшие к тишине угасающего городка, теперь просыпались под тяжелый аккомпанемент грузовиков, а засыпали подмерное мигание оранжевых маячков на стрелах башенных кранов. Воздух был пропитан тончайшей пылью цемента и горьким ароматом свежего асфальта. Для кого-то это был шум, мешающий спать, но для Сан-Риосо это был звук бьющегося сердца. Проект обещал сотни рабочих мест и, что важнее, веру в то, что город еще не списан в архив истории. Возглавляла этот хаос Анна Салазар. В свои 45 она была женщиной, чей характер закалялся в тех же печах, что и арматурная сталь на ее объекте. 20 лет в инженерном деле научили ее многому. Читать чертежи быстрее, чем художественные романы, предугадывать капризы почвы и, самое главное, видеть людей там, где другие видели лишь штатные единицы. Анна не была кабинетным начальником. Ее часто видели на самых верхних ярусах строительных лесов, где ветер свистел в перекрытиях. Она могла лично проверить шаг арматуры или помочь рабочим перетащить тяжелую балку, если видела, что те выбиваются из сил. Ее уважали не за должность, а за то, что она знала цену каждого вбитого гвоздя. «Нам платят за квадратные метры, Анна, а не за душевные разговоры», — ворчал порой Рафаэль, старый каменщик, чьи руки напоминали кору древнего дуба. «Ошибаешься, Рафаэль», — отвечала она, поправляя каску. «Нам платят за то, чтобы эти стены стояли 100 лет, а стоять они будут, только если их строили люди, которые уважают друг друга, а не просто ждут конца смены». В коллективе царила суровая дисциплина, но под ней скрывалась усталость. Рабочие были разобщены, каждый жил в своем коконе из долгов, семейных проблем и монотонного труда. До тех пор, пока на объекте не появился инспектор с 4 лапами. Он появился в дождливый вторник. Маленький грязный комок шерсти, дрожащий под кучей ржавых труб. Его глаза, огромные, умные и бесконечно печальные, казались слишком большими для худого тельца. «Уйдет сам, как только проголодается», — бросил Луис, молодой разнорабочий, стараясь не смотреть на щенка. «Тут не место для зверей, опасно». Но щенок не ушел. Он выбрал Анну. Когда она вышла из своего вагончика с охапкой чертежей, малыш просто преградил ей путь и сел, склонив голову набок. Анна остановилась. Ее взгляд, обычно сканирующий конструкцию на предмет дефектов, смягчился. Она присела на корточки, не боясь запачкать дорогие рабочие брюки. «Ты не можешь здесь находиться, маленький», — тихо сказала она. «Тут бетон, краны и люди, которым не до тебя». В ответ щенок ткнулся мокрым носом в ее ладонь. В этот момент что-то изменилось. Анна поняла, что не сможет выставить его за ворота. Она назвала его Чарли. За следующие 2 недели стройка преобразилась. Чарли стал неофициальным талисманом Эсперансы. Он быстро выучил распорядок дня,
Утром он встречал рабочих у проходной, виляя хвостом так энергично, что казалось, будто у него внутри заведенный мотор. Вечером он провожал их, сидя у ворот, пока последний грузовик не скрывался за поворотом. Даже суровый Рафаэль начал приносить из дома лишний бутерброд с ветчиной. «Это для пса», — бурчал он, отводя глаза, «чтобы не путался под ногами от голода». Луис, вечно угрюмый из-за тяжелой работы, теперь находил 5 минут в обеденный перерыв, чтобы поиграть с Чарли в «Принеси палку», используя обрезки пластиковых труб. Смех, который раньше был редкостью на объекте, теперь звучал постоянно. Чарли обладал удивительным даром. Он стирал границы между должностями. Рядом с ним и главный инженер, и простой подсобник становились просто людьми. Особая связь установилась между Чарли и Анной. В дни, когда сроки поджимали, а поставщики подводили, пес чувствовал ее состояние безошибочно. Он заходил в ее вагончик, клал голову ей на колени и замирал. «Он знает, когда я на пределе», — признавалась Анна коллегам. В его молчании больше поддержки, чем во всех мотивационных речах руководства. К речах весна в том году в Сан-Риосо выдалась аномально жаркой. Солнце палило нещадно, превращая стройплощадку в раскаленную сковороду. В день заливки фундамента главного корпуса напряжение достигло пика. Это был критический этап. Огромные бетономешалки выстроились в очередь. Гул насосов заглушал даже мысли. Анна лично контролировала процесс. Проходя мимо желоба, по которому шел поток жидкого бетона, она заметила неладное. Смесь казалась слишком жидкой, нарушалась пропорция. Она хотела крикнуть оператору, чтобы тот остановил подачу, и поспешила к пульту управления. В этот момент ее ботинок скользнул по пролитому маслу на краю опалубки. Все произошло мгновенно. Анна потеряла равновесие и рухнула прямо в глубокую траншею, заполненную свежим, тяжелым бетоном. Бетон — это не вода. Он не выталкивает тело, он затягивает его, как зыбучий песок, сдавливая грудную клетку своей невероятной массой. Анна пыталась закричать, но рев насосов и грохот машин поглощали ее голос. Она была в слепой зоне для рабочих, которые были заняты управлением распределительными рукавами. Бетон подступал к плечам, холодный и безжалостный, несмотря на жару. Чарли был единственным, кто видел падение. Он заметался по краю траншеи, заливаясь неистовым, пронзительным лаем. Это был не обычный лай, а крик о помощи, от которого по спинам рабочих пробежал холодок. «Что с псом? Чего он взбесился?» — крикнул Луис, оглядываясь. Чарли подбежал к нему, схватил зубами за штанину и потащил в сторону края фундамента, а затем снова начал лаять, глядя вниз. Луис заглянул в серую жижу и похолодел. «Анна! Здесь Анна!» — закричал он, срывая голос. «Выключай насосы! Быстро!» Рафаэль и еще 5 рабочих бросились к траншее. Время работало против них. Бетон уже начал схватываться под палящим солнцем, становясь вязким и неподъемным. Каждая секунда была на счету. 6 человек, сцепив руки, образовали живую цепь. Они работали как единый механизм, за пределами человеческих возможностей. Чарли крутился рядом, скуля и подбадривая их своим присутствием. Когда Анну, наконец, вытянули на твердую землю, она была полностью покрыта серой массой, тяжело дыша и дрожа от шока. Первым, что она почувствовала, был теплый язык Чарли, слизывающий бетонную пыль с ее лица.
Она обняла пса, не заботясь о том, что пачкает его шерсть. «Ты мой спаситель», — прошептала она сквозь слезы. История о Чарли, спасителе инженера, разлетелась по Сан-Риосо за считанные часы. Местная газета вышла с огромным заголовком на первой полосе, а фотография грязного, но гордого пса на фоне стройки стала символом города. Но настоящие изменения произошли внутри самой команды. После того дня на стройке больше не было просто рабочих. Инцидент сплотил их крепче, чем любой цемент. Люди начали помогать друг другу без просьб, делиться едой, интересоваться делами коллег. Равнодушие, которое раньше висело над объектом серым туманом, развеялось. «Мы стали семьей», — сказал однажды Луис, когда они отмечали завершение первого этапа строительства. И все благодаря маленькому существу, которое просто не умело быть безразличным. К стройке стали приходить горожане. Дети приносили Чарли лакомства, а взрослые просто останавливались, чтобы посмотреть на собаку, о которой говорил весь город. Эсперанса стала местом паломничества, превратившись из обычной стройки в символ единства. Жилой комплекс был сдан точно в срок. Когда на торжественной церемонии перерезали ленточку, почетное место рядом с мэром и Анной занимал Чарли, на шее у которого красовался новый яркий ошейник с именным жетоном. Сегодня Эсперанса — самый престижный и уютный район города. Но если вы спросите жильцов о их доме, они вряд ли будут рассказывать вам о качестве арматуры или панорамных окнах. Они расскажут вам легенду о маленьком псе, который спас человека и целую команду от серости будней. Анна Салазар больше не расставалась с Чарли. Он переехал к ней в ее уютный дом на холме, но его карьера там строителя на этом не закончилась. Каждый раз, когда Анна берется за новый объект в окрестностях Сан-Риосо, Чарли отправляется с ней. Он подрос, стал сильным и степенным псом. Но он по-прежнему первым прибегает на стройплощадку по утрам, проверяет, все ли на месте, и приветствует рабочих своим звонким лаем. Для него это не просто работа, это жизнь, в которой нет места равнодушию. А для Анны он навсегда остался тем самым маленьким щенком с умными глазами, который когда-то научил целый город снова чувствовать сердцебиение под слоем бетона.